Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, почему вас боятся согласно вашему знаку зодиака и как эти плохие качества могут влиять на вас. Далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Каждый знак зодиака влияет на характер своего обладателя. У всех знаков зодиака есть как плохие, так и хорошие стороны. Сильные, слабые, способные притягивать положительные и отрицательные энергии, хотим мы этого или нет. И зная негативные стороны знаков зодиака, при знакомстве с новым человеком или же с тем, с кем вы давно знакомы, проще найти общий язык и научиться избегать того, что может принести вред, поссорить вас, испортить отношения, которые могут между вами сложиться или уже сложились. Часто мы не замечаем свои плохие стороны и порой делаем это, к сожалению, осознанно, так как не хотим думать о том, что в нас что-то не так. Мы можем лениться, чтобы это изменить, а порой мы и правда не думаем, что это может кому-то мешать, воспринимая свои действия и поступки как должное. Сегодня далее в этом видео мы поговорим о каждом знаке зодиака. Вы внимательно послушайте. Возможно, и вам самим, обладателям данного знака зодиака, обратив внимание на свои плохие черты характера, захочется что-то изменить. Итак, знак зодиака Овен. Уважаемые Овны, этот знак очень любит находиться в центре внимания, обожает, когда им восхищаются и старается делать все, чтобы его для других ставили в пример, порой перегибая палку и не замечая, что на пути к достижению целей может обидеть много людей, указав им на их недостатки. Представители данного знака зодиака очень открытые люди. Этого же они и требуют от других людей. Но не все готовы полностью открывать свою душу. Они требовательны, поэтому многие люди стараются их избегать, из-за чего эти знаки зодиака часто остаются наедине сами с собой. Им тяжело найти друзей. Многие люди не могут разговаривать с Овном на равных, так как понимают, что если они будут вести себя так же, это сильно может испортить отношения. А Овны, не понимая этого, считают, что такие люди слабы. Поэтому Овнам стоит пересмотреть свое отношение к людям, особенно к близким, чтобы в один прекрасный момент не обернуться и не увидеть, что возле вас никого нет и что вы никому не нужны. Поэтому, уважаемые Овны, перестаньте критиковать и постарайтесь стать как можно добрее. Далее Телец. Это очень упрямые люди, которые не готовы идти на компромиссы. Они добиваются своих целей, идя напролом, не думая о последствиях и об интересах других людей, чем очень часто другим ломают судьбы. Они могут резко отвечать, если им задают вопросы, которые им не по душе, но сами того не осознают, так как такую манеру общения вырабатывают годами. Тельцы непостоянны, на них трудно положиться, из-за чего часто у них распадаются семьи. Также они не могут добиться больших успехов в карьере, поэтому, чтобы это изменить, нужно начать прислушиваться к окружающим людям, показать, что вы можете быть ответственными перед тем, как нагрубить, ставить себя на место данного человека. Это поможет вам стать другим и получить от жизни то, что пожелаете, находясь в кругу людей, которые будут вас любить. Близнецы. Уважаемые наши близнецы, с этими людьми не все так просто. Они милы, они отзывчивы, но часто за этим скрывается лицемерие и двуличие. Представители этого знака зодиака могут вести себя с окружающими их людьми, как им выгодно. А когда какой-то человек начинает придерживаться такой же тактики, они сильно обижаются, из-за чего происходит ссора. Они спокойны, они уравновешены, но многие люди не хотят связывать свою личную жизнь с ними, так как не знают, что на самом деле находится у них на уме.
Близнецы часто говорят то, что думают, что не вызывает удовольствия у других людей. А чтобы измениться, уважаемые близнецы, вам нужно научиться сначала думать о последствиях, а затем говорить вслух. Когда вы попробуете, вы увидите, что это значительно скрасит вашу жизнь. Немаловажным является и то, что вам нужно научиться ценить людей, ведь они вам ничего не должны, а находясь возле вас, они должны ощущать комфорт, но не напряжение. Таким образом, и только хорошие энергии вас точно тогда будут окружать. Далее рак. Уважаемые наши раки, вы порой очень эмоциональны, любите переукрашивать свою жизнь, рассказывая различные истории, а также часто из-за пустяка способны развить трагедию, чем любят давить на жалость. Вы везде ищете недоброжелателей, вы стараетесь каждому человеку указать на его недостатки, а затем не понимаете, почему обижаются на вас. Вы способны нагнетать и вселять страх в различных ситуациях, что часто отталкивает и, можно сказать, даже отпугивает людей в их окружении. Те, которые возле вас остаются, постоянно находятся на чеку. Близких людей они ценят, ради них они готовы на многое. Представителям данного знака зодиака стоит стать более открытыми, начать ценить то, что для вас делают другие, и перестать искать заговор во всех людях в своем окружении. Как только вы это сделаете, вы увидите, насколько проще и счастливее станет ваша жизнь. Лев. Уважаемые львы, вы благородный знак, вы щедры, вы любите, когда о вас много говорят, особенно когда хвалят вас за поступки, которые вы совершили. Если этого не делать, вы будете, к сожалению, злиться. Часто вы бываете дотошными и склонными обвинять других в своих проблемах, ведь так удобнее, чем признать, что сами допустили оплошность и не продумали последствия наперед. Вы всегда стараетесь все спланировать наперед. Если кто-то не хочет следовать вашим планам, перестает находиться в числе ваших близких людей. У вас всегда все должно быть идеально. Порой люди этого знака зодиака настолько увлекаются, хваля себя, свою семью и имущество, что тем, кто с ними в компании, становится не по себе. Из-за того, что эти люди часто добиваются поставленных целей, возле них много нечистосердечных людей, но это дорога в никуда. Научитесь с большим уважением относиться к людям, не забывайте порой делать комплименты и подчеркивать именно их достоинства. Это поможет вам скрасить ваши отношения и обзавестись искренними людьми, а не подхалимами, для которых вы просто выгодны. Далее Дева. Уважаемая Дева, вы консервативны. Вам тяжело что-то изменить в своей жизни. Вы также не любите прислушиваться к чужому мнению, не умеете расслабляться. Эти люди любят хвастаться, приукрашать то, что происходит в их жизни на самом деле. Иногда для этого приходится придумывать новые истории. Периодически они-то входят в роль, что сами начинают верить в свои слова. Вы любите рассказывать наперед о своих планах, и в большинстве случаев вы слушаете завистливых людей. Из-за этого у вас часто не получается добиться того, к чему вы так стремились. В семье вы любите все контролировать, что в результате, к сожалению, не приводит ни к чему хорошему. Вам нужно научиться выходить за рамки своего комфорта. Начните экспериментировать, дайте близким людям больше свободы, они из-за этого не станут любить вас меньше. Весы. Уважаемые весы, вы порой очень подозрительны, вы стараетесь найти подтекст в словах, в действиях, в которых его совсем нет, из-за чего портите отношения со многими людьми, так как мало кому понравится, когда слово постоянно ставят под сомнение. Этот знак зодиака часто не умеет правильно обращаться с денежной энергией, так как в основном они любят копить деньги, а не умеют их тратить для того, чтобы получать удовольствие. Представители данного знака зодиака много уделяют внимания чужому мнению, что делает жизнь более тяжелой. Представителям данного знака зодиака нужно быть более открытыми с другими людьми, начать больше доверять тем, в окружении кого вы находитесь, и тем самым изучать правила обращения с денежной энергией. Деньги должны находиться в постоянном движении, приносить вам удовольствие. Это будет притягивать их к вам, благодаря чему ваше финансовое положение изменится в лучшую сторону.
Далее, друзья, у нас с вами Скорпион. Это, уважаемые Скорпионы, вы люди со сложным характером, порой грубые, самоуверенные. Вы любите прятаться за своим знаком зодиака и свое оправдание говорить, что ничего не можете с этим поделать, так как вы родились именно с таким характером. Вы не умеете контролировать себя, свои эмоции и часто долгий период времени держите обиду в душе. Не отказывайте себе в удовольствии манипулировать более слабыми людьми. А вот когда получаете отпор, спорить и трогать такого человека вы не будете. Поэтому, уважаемые Скорпионы, вам стоит кардинально изменить свой характер. Вы должны понимать, что то, как вы себя ведете, зависит только от ваших желаний. Здесь нужно понимать, что рано или поздно близким людям начнет это надоедать, и вы останетесь сами. Поэтому перестаньте выходить за границы дозволенного, откройте в себе положительные качества, станьте добрее и отзывчивее. От вас многое зависит в будущем, от того, какие энергии вы будете к себе притягивать. Но вы же понимаете, что человек, который излучает часто негатив, не будет притягивать хорошие энергии. Поэтому излучайте любовь, и любовь обязательно придет в вашу жизнь, а с ней и много других приятных моментов. Далее Стрелец. Уважаемые Стрельцы, вы оптимисты, и часто это мешает вам видеть то, что на самом деле происходит в вашей жизни. Из-за этого вы можете недооценивать своих недоброжелателей и своих врагов. Ведь думаете, что у них их нет, что к ним все люди относятся так, как и они к вам. Вы любите деньги, и когда они у вас появляются, это полностью меняет ваш характер, делает вас более черствыми и самоуверенными. Вы считаете, что большинство людей, которые вас окружают, глупы, и что мешает вам порой принимать правильные решения. Вот здесь очень важно научиться реально смотреть на то, что происходит в вашей жизни. Относитесь к людям как к равным. Не стоит считать, что кто-то глупее вас. Каждый человек имеет свои хорошие и плохие стороны. Не стоит это не брать во внимание. Деньги не должны портить людей. Даже если так происходит, это означает, что они скоро пропадут. Поэтому занимайтесь благотворительностью, помогайте тем, кто в этом нуждается. И у вас все, и во всем точно будет хорошо. Далее Козерог. Уважаемые Козероги, вы очень много времени уделяете работе, а из-за этого мало времени проводите со своей семьей. Знаете, отдаляетесь. Вы не любите, когда вам указывают на ваши ошибки, не признаете, когда не правы. Вы очень упрямы, но в то же время вы умны. Вы любите читать нотации, старайтесь рассказывать людям, по каким правилам им нужно жить и как поступать. Если вас обидеть, вы обязательно найдете подходящий момент для того, чтобы отыграться. И можете в этом даже не сомневаться. Порой вы не умеете вовремя остановиться, поэтому вам, уважаемые Козероги, нужно научиться проявлять мягкость в характере. Больше времени проводить с семьей. Запомните, что работа никуда не денется, а семья – это самое важное, что есть у каждого человека. Это его сила. Поэтому прислушивайтесь к тому, что говорят вам люди, и перестаньте навязывать свое мнение. Каждый человек должен прожить свою жизнь, как считает нужным, и допустить именно свои ошибки. Поэтому продолжайте развиваться, изучайте что-то новое, вы таким образом движетесь в правильном направлении, и перед вами благодаря этому откроется много перспектив в жизни. Далее Водолеи. Уважаемые Водолеи, вы сложный знак зодиака, вы не умеете уступать, и последнее слово всегда должно быть за вами. Вы мечтатели, что порой мешает вам смотреть правильно на события вашей жизни. Вы любите, когда все внимание достается именно вам. Вы стараетесь любой ценой доказать свою правоту и добиться поставленных целей, из-за чего портятся отношения с окружающими. Также в какой-то степени вы эгоисты, и в то же время вы хорошие лидеры. Но порой не умеете рассчитывать свои силы, взваливаете на себя много обязательств, обязанностей и справляетесь с этим, но тратите много своей энергии. А для того, чтобы ее восстановить, требуется много сил. Поэтому берегите больше свои силы, чаще отдыхайте, давайте себе эмоционально перезагрузиться. И это сделает вас только сильнее. Прислушивайтесь к своей интуиции, она у вас развита, и позволяйте окружающим людям вас любить. Далее Рыбы. Уважаемые Рыбы, вы очень любите манипулировать другими людьми.
вмешиваетесь в их жизнь, вы склонны периодически обманывать и быть назойливыми. Представители данного знака, они любвеобильны, стараются отдать свою любовь всем в округе. И так происходит потому, что они порой недополучают любовь в детстве, и это оставляет свой отпечаток. Люди этого знака зодиака нестабильны, сегодня им нравится одно, завтра другое, они в любой момент могут высказать вам в лицо свое недовольство, и что самое интересное, не считают это недостатком, а наоборот превозносят это свое плохое качество. Из этого порой вас недолюбливают и начинают даже избегать. Поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас было именно так, держите свое мнение при себе и перестаньте обижать людей. Вам нужно понять, что это недостаток, а не достоинство, и чем быстрее вы это поймете, тем лучше. Не навязывайтесь людям, те, кому вы нужны, и так вас никуда не отпустят. Будьте вежливее, добрее, отзывчивее. Это ваши сильные качества. Просто вы порой забываете ими воспользоваться. Друзья, эти знания о знаках зодиака помогут вам установить с человеком нужные отношения, понимать, что от него стоит ожидать. А представителям данных знаков зодиака это даст возможность измениться только в лучшую сторону, расположить к себе людей и притягивать только положительные энергии, которые сделают вашу жизнь только лучше. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами в следующем видео.